Последние несколько лет у многих сложилось мнение, что серия игр Five Nights at Freddy's уже не та. Кому-то не нравится новый стиль игры, кому-то не нравится то, что FNAF как таковым хоррором назвать уже сложно. И несмотря ни на что, новые части до сих пор выходят. Большинство фанатов FNAF в нашем русскоязычном комьюнити не особо-то и ждут новую часть франшизы, имя которой Security Breach. Однако ждут хоть и не каноничный, но ремейк FNAF+, за его стиль, страх и атмосферу. Для многих FNAF+ это тот самый лучший FNAF. Однако о FNAF+ мы поговорим как-нибудь позже. Тем более сейчас его слишком рано судить. Ибо кадров самой игры нам практически и не показали. Только различные футажи и анимации. На Западе же нарушения безопасности очень сильно ждут и любят, хоть и часто подкалывают стилвулов. Материала по данной части игры у нас уже достаточно. Что уж сказать, мы уже даже знаем дату выхода игры, что очень даже хорошо, учитывая, насколько часто она переносилась. Однако у игры действительно много проблем. Конечно, не без плюсов. Да, и игра сама еще не вышла, так что судить так же, как и в случае с плюсом, сложно. Но по тем материалам, что мы уже имеем, можно попробовать рассмотреть все хорошие и плохие стороны на данный момент. Что ж, вступление было довольно-таки долгим, но, увы, это было необходимо. И теперь мы можем перейти и наконец-то разобрать все, что нам нужно. Давайте начнем с более или менее хороших сторон данной, еще не вышедшей, но части франшизы. А уже после начнем делать полный разнос. Наверное, самое позитивное, хорошее и лучшее в Security Breach — это озвучка персонажей. И я не шучу. Послушайте того же Санрайза, который в то же время является иммундропом. Ну, или Glamrock Freddy. You should be able to escape when the security doors reopen at 6 a.m. Until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. If there is another way out, I will help you find it. I promise. Согласитесь, она качественная, хорошо обработанная, подходящая и приятная для ушей. За это стилвулов однозначно стоит похвалить. Следующее, о чем я хочу поговорить из плюсов, это маркетинг. Вы абсолютно правы. Это не является частью игры, и поэтому судить ее глупо. И я с вами полностью согласен. Я не буду критиковать или судить любую иную игру, в том числе и эту, по пиар-компании. Я просто хочу немножко о нем поговорить. На самом деле, тема маркетинга довольно-таки спорна, ибо информация по Security Breach появлялась то слишком редко, из-за чего фанаты уже создавали свои фейки и выдавали их за настоящие, чтобы хоть как-то поднять шумиху вокруг игры, то информация эта была слишком часто. Хотя это, наверное, даже хорошо, когда материал появляется слишком часто, ибо игра постоянно на слуху и не дает о себе забыть. Однако это может и навредить, если проект не выходит уж слишком долго. Но в этом случае с СБ все окей. И это даже пошло игре на пользу. Сразу стоит отметить, что данную часть этой замечательной франшизы показали на State of Play целых 3 раза. Причем во всех 3 случаях трейлер СБ набирал больше просмотров за почти все трейлеры игр, которые были показаны на этих презентациях. Также на таких же презентациях, но уже от Nvidia, показывали около 2 раз.
Тизеров по игре было довольно-таки много. Много сливов и интересных моментов. Единственное, что мне не понравилось, вечные переносы, а также кадры с плохой графикой в трейлере. И насчет графики, о ней мы еще поговорим. Компания Steelwool Studios ценит и прислушивается к своим фанатам, поэтому они решили изменить, или же улучшить модельку Ванессы. И теперь она выглядит действительно лучше, чем предыдущая ее версия. Да, она не сверхреалистичная. Однако другая в стиле игры и не вписывается. И я не только о стиле нарушения безопасности, а о всем FNAF. Реалистичные люди в него действительно не вписываются. Игровой процесс игры выглядит достаточно неплохо и интересно. Да, многим он не нравится, мол, это уже типичный хоррор, однако на самом деле в нем есть много уникальных и интересных фишек, судя по трейлерам игры. Да, и во всяком случае во FNAF это что-то новенькое и интересное, а к новому всегда нужно привыкать. Возможно, со временем вам покажется, что старый геймплей был хуже, но это еще не факт. И еще, во время озвучки этого видео я вспомнил, что во FNAF Security Breach многие локации получат свой дневной и ночной вид, что довольно-таки прикольно и интересно. За это тоже стоит похвалить Steelwool'ов. А вот теперь хочется перейти по-настоящему к спорным моментам. И что точно стоит выделить — графика, освещение и тому подобное. Местами оно классное, а местами просто нет слов. Надеемся на исправление к релизу. Я думаю, к выходу игры это действительно будет исправлено. Даже Steelwool'ы в своем твиттере уже намекнули на фикс бага с плохой графикой на камерах. По мнению многих игроков, локация может быть слишком большой, и большая часть игры может быть скучной беготней от локации до локации, что вполне возможно, и основания этому есть. Самому Скотту Коутону изначально казалось, что игра уж слишком большая. Но будем честны, если все выйдет хорошо, то большая локация — это круто. Там есть много всяких развлечений, автоматов. И, кстати, Steelwool'ы говорят, что в некоторых из них можно поиграть и найти секретные мини-игры, что очень круто. И, на мое мнение, скорее всего, большая локация пойдет игре на пользу, ибо можно будет даже в бассейне с шариками поплавать. Но это может пойти и в минус, если она будет настолько большой, что большая часть игры просто будет беготней от локации до локации. Физика игры. На это особо внимания никто и не обратил, ибо нам ее особо и не продемонстрировали. А если быть точнее, нам ее показали около 2 раз. Когда мы прыгали в бассейн с шарами и когда мы разбрасывали предметы. Честно говоря, выглядит это не очень, но все же терпимо. Но вот что не очень-то и терпимо — анимации. Нет, в кат-сценах они классные, офигительные, шикарные. В бою с Монти они тоже классные. Когда Сандроп превращается в Мундропа, это тоже круто. Они везде круты, но не в моменте побега от аниматроника. Ну что это? Они резко останавливаются, потом снова бегут, как-то странно себя ведут и так далее. Итак, последнее, что мне стоит отметить из плохого — стиль игры. Многие жалуются, мол, из-за этого игра уже не будет страшной, мрачной и интересной. Но я с ними немного не согласен. Будет ли страшно, мрачно и атмосферно, увидим не раньше выхода игры, ибо по трейлеру это сложно оценить. Даже мне сейчас очень сложно оценивать игру, ибо о ней мы толком ничего и не знаем. С одной стороны, есть действительно мрачные моменты и кадры, а с другой полностью им противоположны. А вот насчет того, что FNAF станет менее интересным, интересных теорий будет меньше, это бред. Ибо уже сейчас есть много интересных теорий, которые подтверждаются или напротив опровергаются. Две Ванессы, Sunrise это Мундроп и так далее. А еще я думаю, что опять же будет интересно побегать по этой пиццерии. Возможно, разработчики даже сделают отдельный режим, где мы за ребенка сможем побегать в дневное время по всей этой локации безопасно. Но это только догадка. Хотя было бы прикольно.
Итак, я специально не затрагивал тему искусственного интеллекта, не рассказывал подробно о геймплее, графоне и тому подобному, ибо хотел рассказать все кратко и информативно. Но я также специально не затронул тему сюжета. Во-первых, после Helpwanted он действительно не очень. Возможно, как отдельная игра Security Breach будет с неплохим сюжетом, в чем я немножечко сомневаюсь из-за очередного возвращения Вильяма Афтона. Но так-то, по сути, нам ничего не рассказали о сюжете. Мы только знаем, что мы ребенок, нам нужно выбраться из торгового центра до 6 утра, ибо мы случайно остались в нем. Ну а еще мы знаем, что Ванесса одержима у Уильяма и будет пытаться его воскресить, что ли. На мое скромное мнение, нарушение безопасности выйдет как минимум проходной игрой, несмотря на все свои проблемы. Некоторые из них все еще можно исправить. И честно, главное, чтобы все проблемы исправили. Нам не нужна сырая игра или Киберпанк 2.0. Пускай стилулы возьмут столько времени, сколько им нужно для того, чтобы довести игру до идеала. Что ж, во-первых, извиняюсь за долгое отсутствие. На это особо не было причин, я просто слишком долго отдыхал. Постараюсь больше так не пропадать. Извините меня, пожалуйста. А во-вторых, подписывайтесь на канал и ставьте лайк к этому видеоролику, если вам нравится мой контент. Пишите свое мнение о видосе и Security Breach в комментариях. Также напишите там, что я забыл, что в моей речи можно дополнить, с чем вы согласны, а с чем вы не согласны. Мне будет действительно интересно почитать. Я читаю практически все комментарии, так что, вероятнее всего, я увижу ваш комментарий. Если не через день, то через месяц или неделю, будьте в этом уверены. А с вами был The Mister, но не растение. Всем удачи и всем пока. Еще увидимся.